Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Гудбай, Америка. О, старые джинсы. Да, мне стали слишком малы твои старые джинсы. Но не надо печалиться. Ни кочегары мы, ни плотники. Эх, сколько я зарезал, сколько перерезал, сколько джинс я загубил. Для работы возьмем только крепкие, хорошие места. Но вы сами видите, какого качества у нас джинсы. Это стрейч. Они тянутся, как кусок резины. Но даже и с такой тканью можно работать. Есть небольшая хитрость. Для начала выровняем эти заготовки, уберем лишнее и нарисуем линии разрезов. А теперь эту ткань продублируем, проклеим клеевым флизелином. После этого вырежем нужные детали. Размеры могут быть произвольные, на ваше усмотрение. Сделаем квадрат размером 10 на 10 сантиметров и полоски шириной 5 сантиметров и длиной сколько получится. Перебрала свои запасы ленточек. Откуда их столько? Собирала атласные ленты от подарков, от букетов. Для нашей сегодняшней работы ленточек надо совсем немного. А дальше все просто. На центральный квадрат под небольшим углом нашиваем атласную ленту. Шов простой, прямой. Пришиваем ленту с двух сторон. Сколько ленточек вы нашьете, в каком количестве, в каком направлении, полностью зависит от вас и вашей фантазии. Здесь невозможно угадать, что именно подвернется под руку. Смотрите сами, как вам больше нравится. В любом случае, на все вопросы и замечания можете гордо отвечать: «Я художник, я так вижу». Когда вам покажется, что ленточек в центре довольно, начинаем обшивать этот квадратик полосками джинсовой ткани. Пришили с одной стороны, переходим на кусочек вспомогательной ткани. Это позволит экономить нитки, время и деньги. После этого полоску разворачиваем и отстрачиваем с лицевой стороны. А теперь небольшая хитрость. Как шить ровно, чтобы ничего не перекосило. Следующую полоску пришиваем с противоположной стороны. Также ее потом разворачиваем и отстрачиваем. А потом подравниваем готовую деталь и отрезаем лишнее. А теперь будем обшивать две другие противоположные стороны. Все то же самое. Прошили, отогнули, сделали отделочную строчку. И также работаем с другой стороной. Подготовленную деталь проутюжим, подровняем края и отрежем лишнюю ткань. И начнем нашивать новый слой атласных ленточек. Лучше всего их располагать так, чтобы они не закрывали предыдущие ленты. Мне в комментариях недавно написали, что боятся шить, потому что что-то могут сделать неправильно. Уверяю вас, никаких правил нет. Вроде бы нас всегда учат, что все швы должны быть спрятаны, никаких торчащих ниток и открытых срезов не должно быть. Ага. Посмотрите на японскую лоскутную технику бора. Все разномастные кусочки с открытым срезом собраны вместе и много-много ручных швов. Поэтому даже если вам кажется, что вы где-то ошиблись, вам это только кажется. Наверняка кто-то уже придумал до вас все ваши косяки
и дал им какое-нибудь название. Каждый отшитый блок еще раз проверяем и подравниваем. Сами понимаете, джинс у нас стрейч, может растягиваться в процессе работы. Таким образом, шьем дальше, обшиваем джинсовыми полосками, а потом лентами. Сколько слоев полосок вы будете нашивать, зависит от того, какой размер вы хотите получить. Конечно, не обязательно использовать именно ленты. Это могут быть полоски ткани. Девочки, милые, вы же понимаете, что я даю вам идею, а то, как вы сделаете свой вариант, уже полностью зависит от вас. При желании вы можете сделать все детали побольше и пошире. На то оно и творчество. Каждый делает так, как ему хочется. Вот такая оригинальная заготовка у нас получилась. Размер 37 на 37 сантиметров. А теперь думаю, что же из нее сшить, сотворить. Наверное, надо еще подумать. А пока я размышляю, вы уже можете воспользоваться идеей и сшить себе то, что хочется. Хоть сумку, хоть декоративную подушку. Желаю всем удачного творчества. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!